Вы видите и слышите сэра Холмса. Продолжаю проходить Morrowind Tomb Raider Rebuild. Нахожусь в Акаморе, в гильдии бойцов. В планах продолжить выполнение ее контрактов. Но перед этим посплю, потому что уже поздненько. День 199 идет, второе первого зерна. И давайте, что у нас тут следующее поручение какое? Ух ты, на меня сразу прям сама напала глава гильдии Лалал Вайрана. Холмс, не могу сказать, что я удивлена. У меня уже было нехорошее предчувствие, когда Амира предложил доверить тебе эту миссию. И когда я узнала, что Амира предпочел идеологию над профессионализмом и попытался убедить тебя не следовать его приказам, я ожидала худшего. Если Синим хотят, чтобы ты нашел их рабов, не тебе решать, выполнять ли работу или играть рыцаря в сияющих доспехах. Напомню, что прошлый контракт гильдии, который мне дал Амиро, я решил выполнить действительно с точки зрения идеологии и отпустил тех рабов, не стал их возвращать. Вот, и, ну, тем более, что я считал это правильным, и с точки зрения даже гильдии, не говоря уже про собственную, потому что это имперское учреждение, которое не поощряет рабство. Вот, тут у нас явно конфликт интересов и идеологий. Ладно, что нам еще она скажет? Гильдия ходит по лезвию ножа здесь, в Акаморе, и мы не можем позволить себе склониться на одну из сторон. Не знаю точно, что значит эта фраза. Credit where credit is due. Приведем просто как бы то ни было. По крайней мере, ты достаточно ловко действовал и не оставил каких-то улик против нас. Будем надеяться, что это не навлечет каких-то негативных последствий. Дальнейшее поручение можешь получить от Циркуса, блин, Леоноса и от меня. Я бы предложила начать работать с Циркусом. Циркус, блин. Циркий. Киркий. Цирций, наверное, пусть будет Цирций. Как я задумываюсь вечно над этими имперскими именами. Я не уверена, что ты еще готов к моим поручениям. Ладно, я не против пока поработать с Цирцием. Ты лучше повысь меня. Нет, говорит, еще надо повыполнять. Ладно, повыполняем еще. Так, ладно, получил нагоняй, но, по крайней мере, не такой, как плохой, какой мог бы быть. Какие приказы? Да, у меня есть кое-что для тебя. Я отказываюсь делать это самостоятельно, поэтому можешь взять этот контракт, если хочешь. И я дам тебе награду, которую они обещали мне. Клиберги Целата, торговец, который остановился в смеющемся гоблине в Акаморе, нанял нас, чтобы мы нашли его финансовые записи.
Его украли и... Он ему нужен, чтобы, ну, правильно вести свои дела. Порой я даже не могу поверить, насколько гильдия понижает свои собственные стандарты. Мы здесь, чтобы драться, а не то, чтобы делать какую-то грязную работу, которую не делают стражи. Вроде как искать украденную книгу. К сожалению, нам нужны деньги, поэтому если ты хочешь работу, можешь взять ее. Что ты скажешь? Конечно, я возьму работу. Великолепно. Возможно, ты захочешь поговорить с ним сначала, прежде чем ты начнешь искать по всему городу эту тупорылую книгу. Доложись обратно, когда ты вернешь журнал Клиберги его законному хозяину. Ладно. Больше, похоже, он мне не даст инфы. Поэтому двину сам. Когда, кстати, левелап у меня? Еще довольно не скоро. Я уже прокачал много всяких навыков второстепенных, которые не повышают уровень. Поэтому я надеюсь на неплохие бонусы. Смеющийся гоблин, кстати, хорошо. Можно там сразу и позавтракать. Так, я вечно не туда куда-то ухожу. Тут вот запомнить, это сюда. Да, верно. Здравствуй. Кровати мне не надо. Мне надо покушать. Сколько скатла прямо. Мне кажется, его все больше и больше становится. Давай, хлеб и скатл. Легкий завтрак будет на этот раз. Я не знаю, может, далеко не придется ходить. Так. Вот и он, да, сразу подумал, что это ты. Выглядишь как зажиточный торговец. Я Клибергий Целата, имперский торговец, который хочет провернуть тут некоторый бизнес в Акаморе. Но пока что у меня особой удачи не сложилось с этими индарильскими аристократами. Мои предложения, похоже, их просто не интересуют. Я слышал эти Лвани. И из-за этого мне не следует суваться дальше на север, поэтому я, возможно, отправлюсь в Нарсис на юг. Хорошая, кстати, идея. С Хлал у тебя, наверное, лучше удастся найти общий язык. Да, тем более, что, говорит, у меня были уже с ними хорошие сделки раньше. Так, что там с твоим журналом? А, точно. Кто-то, похоже, его украл. Если б я просто его потерял, кто-то должен был бы уже его вернуть мне. Потому что на нем написано мое имя. Недавно я посещал знать Индарил в Акаморе, чтобы провернуть некоторые дела по бизнесу. И большинство из них не очень-то любят чужестранцев, если спросишь. Возможно, тебе стоит поспрашивать их, видели ли они что-нибудь. Хотя они не очень меня любят, они все еще честолюбивые люди. Поэтому я думаю, что они помогут тебе, если ты их поспрашиваешь. Подожди, я не нашел. А каких конкретно благородных-то? Ну, видимо, просто по особнякам походить. Ты точно мне ничего не хочешь сказать? Dragon Glade. Драконий сад, драконья долина, наверное. Она отмечена так на имперских картах Акамора. Хотя я не слышал, что местные так ее называли. Иногда трудно поверить, что все это богатство происходит от раскапывания яиц этих гигантских жуков. Такой типичный чужестранец-имперец. Вот прям чувствуется, что он откуда-то из имперского города или откуда-то еще.
Напоминает мне Декмуса Скотти из «Танца в огне» и Органианского доклада. Знаете, такой изнеженный имперец, который мира не видел, и вот он оказывается где-то совершенно с другой идеологией и местом. И совершенно с другим менталитетом, природой и вообще всем. Чуждый образ жизни. Так, давайте посмотрим, может еще что спросить его можно. Торговец. Купец. Путешествую в надежде сделать профит. Сейчас я ничего не делаю такого. Ладно, пойдем разговаривать с... Что ж, дружище чужестранец. Не думаю, что я тебя видел здесь раньше. Добро пожаловать в Акамору. Я Фаврин. Фаврин, то есть. Нет, не Фаврин, Андрана или... Индаран или Бендалас. Просто Фаврин. Что, никогда раньше не встречал Данмера без фамилии? Ну, все случается впервые когда-то. Не хочу, чтобы... Ну, не хочу питать лишних надежд, но Гилас выглядит уверенным. Не думаешь ли так вот? Ты вообще о чем? Ты выглядишь как наемник. Привет, торговец. А что ты не видел журнал этого? Очень жаль, но не могу тебе помочь. Возможно, кто-нибудь еще его видел. Ну, почему бы не начать расспрашивать прямо отсюда, в конце-то концов. Кто ничего не знает. Speak, traveler. Торговец, содержатель великого дома Хлава. Я здесь по делу. И об этом я говорить не могу. Хорошо. Успехов тебе в твоих всех начинаниях и продолжениях, дружище. А я пойду отсюда. Ну что ж, знать у нас проживает здесь. Начнем по порядку. Пойдем во все... Знаете, я вот это делал... ты, наверное, незнатная. Ну ладно, все равно спросим. Начинаю понимать, что я зря считал Акамору и ближайшие земли пустынным каким-то местом в плане квестов, потому что они вот все по большей части заключены во фракциях. Слушайте, он ругается на то, что я этот... Органианин. Я же квест вроде делал с ним связанный. Это было давно, я уж не помню. Некоторые проблемы решить нельзя. Найти зелье тишины. Журнал этого не видела. Ага, слушайте. Я не вела дел с Клибергием Целатой, но Инап Гиус вел. Или я пытался найти связанный с ним квест, но не нашел. А он, смотрите, какой пес.
Ну-ка, ну-ка. Интересно. Ну так прямо в явном виде я не вижу, что тут был журнал. Может быть, конечно, здесь. Слышь, чё такой грубый? Чё с тобой не так? Он меня назвал гуаромозгим. Торговец Данмер в коричневой рубашке. Я вообще не помню. Так, ладно, ладно. Взял на заметку, пока что пойдем с другими разговаривать. Здравствуй. Жаль, что ты не смог помочь моему другу. Видимо, я провалил тот квест. Не смог помочь ему побороть его мудачество. Да, он здесь был недавно. Он говорил с Селенсом Рорвамом. Если хочешь узнать больше, думаю, тебе стоит поговорить с ним. Гуа. Здравствуй. Он был здесь недавно. Но мне не понравились его товары, поэтому я сказал ему, что ему не следует пытаться продать что-то мне. И так как мы с ним особо дел не вели, я поэтому не особо-то знаю про его финансовый журнал. Поэтому я не могу помочь, хоть и хотел бы. Ладно. Да, я ищу информацию. Откуда вы все знаете, что я ищу информацию? Классный шлем. Морактонг может зайти. Your actions precede you, Outlander. I've heard good things about you. А можно к вам вступить? Опыт научил меня особо не открывать свою биографию. Я знающий Морактонг, и это все, что тебе следует знать обо мне. Помочь ты мне не можешь. Окей, очень жаль, очень жаль. Что привело тебя? Да ничего, я ищу журнал. Как вообще тут у вас такие лабиринты пройти здесь? А! Это тоже же особняк. Вообще выглядит не очень по-особнячьи. На монаха похож. Пилигрим вообще. Ну, конечно, у меня сейчас больше всего подозрений. На этого грубого Данмера. Да, я помню, там было что-то про то, что он, ну, так-то вежливый и хороший, но что-то с ним случилось, и он стал очень грубым. Здравствуй. Вот ты можешь мне что-то рассказать по-любому. А ты еще и ученый, похоже. Барт. Что там про журнал? Ему
не следует ничего искать в особняке Теламас. Его плохая репутация его предупреждает, поэтому я просто не позволил ему тратить мое время. Я больше ничего не знаю о его финансовом дневнике. Ему даже не пришлось его доставать из своего мешка. Небольшая потеря, как бы то ни было. Праздники залива Илиак. Из Дагерфола книга, что ли? You seek information, Argonian? Гувон показал ему на дверь, как только он зашел в особняк, поэтому я даже не знаю. Не было времени его поприветствовать как следует. Ладно, спасибо. Нет, ты мне не поможешь, товарищ стражник, к сожалению. Смотрите, еще тут какой-то есть. Видимо, пропустил. Спасибо. Камни Акамора древние, и их корни глубоки. Ходить по ее улицам — это балансировать тонкой нити. Просто ходи осторожненько. Не смотри вниз. Помни, Холмс, осторожненько. Спасибо, очень странная женщина. Есть кто дома, хозяева? Здравствуй. Я автомин дарил. Мы вовлечены. Нет, я выше, короче, этих всех мирских дел, типа яичных шахт и прочего. Он говорит, молодец. Насколько я помню, Клиперки Целата даже не посещал наш особняк с его визита в Бакамору. Я, кстати, тоже вроде не посещал ваш особняк, потому что он как-то неочевидно очень расположен. Аха же. Домашняя рабыня. Ага, оу. Жаль, очень жаль. Как я люблю залипать на книги. Вот есть какие-то тут преступления трибунала, офигеть. Есть какие-то исключительно там рейд-ребилдовские здесь. Много одинаковых у него, кстати. А у меня складывается ощущение, что я вот по большей части уже смотрел все книги, которые обычно содержат такие вот полки с книгами во всяких домах, там, организациях и так далее.
А, сюда к вам пройти можно через смеющегося гоблина? Ничего себе. Ау. Ладно, двигаем выше. Вот, поэтому, наверное, буду обращать на эти полки внимание, разве что, если они какие-то не обширные, то довольно много времени уходит. Либо если их захочу что-нибудь прочитать, вот прям. Крабовое мясо, что у вас тут обед, да, собирается? Журнал. Не знаю, что ты пытаешься сказать, аргонянин. Но есть одна вещь, которую я могу сказать тебе. Я знаю не больше тебя об этом. Клипергий, похоже, пытался тут всех достать. Поэтому есть много мест, где журнал мог бы быть потерян. May I help you? Вот типа таких небольших книжных полок. Переворот в Хёсхолде. А чё не той стороной-то книга лежит? Ногами вверх. Знаете, это не первые книги, которые я замечаю, что лежат неправильно. Опять, наверное, что-то из-за переустановки у меня сломалось. Ну ладно, не критично. Будем просто думать, что здесь данмеры читают по-особому книги. И не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Я предполагаю, что кто-то, должно быть, видел этот журнал. Я полагаю, я не единственная благородная в Акаморе, кого он посетил за последние несколько дней. Вот, я помню, что тут ходил по Акаморе просто в одной серии, заглядывал ко всем. Со всеми говорил, навязывался, думал, может, кто мне даст. Полагаю, что новые туфли, которые носит Новосиним, как раз были проданы ему Клибергием. Поэтому я думаю, что тебе стоит спросить Новоса, если может он что-то знает. Бретонец раб. Бедняга. У него адамантиновый наручик, кстати. А, ты лорд Акаморы? Про журнал что-то знаешь? Да, я купил эту замечательную пару блин, туфель у него. Но я не покупал больше ничего. Ну и из того, что я помню, он действительно с собой носил большую книгу. И она все еще была с ним, когда он ушел. Так. Ну, что-то пока не густо, все не густо. Это, по-моему, последний особняк, да? Да, черт возьми, это последний. Ну, возможно, что-то из этого тоже особняки. Сейчас бы пригодилось медленное падение. Ничего такого нет. Нет ведь?
Ладно, попрыгаю по скалам, по крышам. По-любому он его просто выронил где-то. А, классный шлем, парень. А, его журнал украли? Что ж. Не то чтобы он много дел здесь провернул в Акаморе, а даже сомневаюсь, что он провернул достаточно дел где-либо вообще. Ты видел его товары? Ужасное качество, если спросишь. Я была чуть ли не оскорблена, когда он предложил мне этот мусор. Я покупаю только лучшее из лучшего. Как бы то ни было, у него была большая книга, когда он покинул меня. Думаю, что ее ты ищешь. И, по-моему, следующей его остановкой был особняк Варен. Возможно, тебе стоит спросить Дариуса Варена. Может, он что-то знает. May I help you? Это, наверное, здесь. This better be important, Argonian. You seek information, Argonian? Может, вы что знаете? Вообще ничего не знает. Мне продать-то даже особо нечего, да? Вообще нечего. Ладно. This better be important. Особняк у нас еще есть здесь, рядом с гильдией. Как раз Варен. Похоже, я его обнес в свое время. Да, тут, кажется, адамантиновый шлем был на этом постаменте. Рабы. А, ты ищешь ее тупорылую книгу? Думаю, мне ее следует отдать. Это было занимательно на какое-то время. Но Акамора — это такое скучное место для жизни. Когда Клибергис Лата потревожил мой дом с его грязными второклассными товарами, я сказал Ризбанджи украсть у него журнал, когда он не смотрел. Если тебе так сильно нужна эта книга, спроси Ризбанджи, все ли еще она у нее. А мне от нее толку нет, вот как. Привет. Warm greetings. The Argonian speaks. Что? Каджет ничего не знает о такой книге. Твой хозяин сказал, что я могу забрать ее. Он сказал тебе, мастер Дариус? Ему было скучно, он приказал Ризбанджи украсть журнал. И бедная Ризбанджи украла его. Но только потому, что мастер приказал, хозяин. Ризбанджи может быть бедный раб, но она честный раб, который не причиняет вреда никому, пока тот не заслужил. Ну или пока хозяин не прикажет. У Ризбанджи нет необходимости в этой штуке, можешь унести. Тут содержатся всякие деловые транзакции имперского торговца Клиберги, салаты, салата.
Так, как отсюда выйти-то, а, ребят? Так. А, чуть не упал. Понятно, я не в том направлении искал. Но все оказалось проще, чем я думал. И квест такой ненапряжный, действительно. Walk with virtue, Hello there. How are you? А, да, чё ж, надо ж вернуть этому парню журнал. Ну, да, это, кстати, действительно журнал скорее, чем дневник. Или как это правильно назвать? Книга доходов. Сколько времени? О, уже. Обедать пора уже. Я тут все утро потратил. Давай что-нибудь поплотней. Мясо гуара там, хакло, не знаю. Да, наверное, так. Ты не хочет мне скидку сделать. Ну ладно. Вредина такая. Our doors are always open. Greetings, Argonian. How may I help? Держи. Вот он. Чудесно. Не похоже, что какие-то страницы отсутствуют. Все на месте. Отличная работа, Холмс. Где ты его нашел? Знаешь что? Я даже не знаю, не хочу знать. Мои финансовые записи со мной. И это все, что имеет значение. Я уже заплатил гильдии бойцов за работу, поэтому награду можешь получить там. Спасибо снова, Холмс. На здоровье, наслаждайся. Ну уж, осталось только сдать нашему терминатору квест. 100 золота, ох. А, да, я слышал, что Клеберги получил свой журнал назад, поэтому вот твоя награда. Спасибо еще раз, что взялся за эту работу. Ненавижу подобные поручения. Теперь, когда проделана одна из самых неприятных работ, у меня есть для тебя еще приказы, в которых ты, возможно, заинтересуешься. Но подожди, я хочу повышения сначала. Судя по твоим прошлым действиям, я думаю, что ты уже готов получить приказы от меня, подмастерье. Помнишь, что позиция гильдии Вакаморы зависит от каждого задания, за которое ты берешься, поэтому провал — это не вариант. Позиция гильдии. Хотя присутствие гильдии бойцов в каждом большом городе считается как что-то само собой разумеющееся на востоке, на западе. Так далеко на востоке это нетипично. Наше существование очень сильно зависит от того, как мы... Ну, от нашей позиции в глазах местной знати. Я могу объяснить бюрократию за всем этим, если тебе интересно. Давай. Вот тут она говорит, что здание гильдии, оно то ли с разрешения Совета Индарил, то ли здание арендуют они у Совета Индарил.
Дом Эндарил всегда был более или менее открыто враждебен ко всем имперским гильдиям в Моровинде. За исключением только тех, что находится в самом сердце их территории. К счастью, нынешние чтения заключения перемирия предоставляют нам кое-какие защитные привилегии. Прежде чем совет сможет закончить срок аренды, они должны сначала предложить гильдии выкупить здание, в котором они находятся. Ну да, действительно, они арендуют помещение, ну, за сравнительно приемлемую цену. Поэтому, кратко говоря, все сводится к деньгам. Если наше отделение гильдии плохо себя показывает, у нас будет меньше контрактов. А меньше контрактов значит меньше доходов, чтобы снабжать наши операции. Главное отделение, конечно, будет помогать нам держаться на плаву, но содержание отделения, которое не приносит доходов, это просто плохой бизнес. Так мы скоро окажемся бедняками и все сами по себе. И затем Эндарил попросту скажут нам: либо платите, либо уходите. И нам придется уйти. Как все трагично, печально. Окей, понял, спасибо за разъяснение. Welcome, friend. You're nearly a legend around here. Please, talk. Вот, да. Ну, ладно, я думаю, что ща мы тут наладим дела. Но пока я у тебя не хочу брать контракты, пожалуй, продолжу пока работать с рыцарем, с нашим. Тем более, он говорит, что что-то интересненькое у него. Вот, но пока на этом закончим. Так, у нас пока идет один квест, одна серия, мне нравится. Вот, следующий начнем уже в новой серии. Вот, спасибо вам за просмотр, дамы и господа, за лайки, подписки и все такое. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Rebuild, Такамора, гильдия бойцов.